Дисплей достаточно большой, что тоже интересно. К Type-C также около 1 ампера потребления. Тоже мощность высокая, как видите. Уровень шумодава у нас на минималке. Здравствуйте, это компания Vivo Telecom. И у нас сегодня на обзоре новая радиостанция портативная любительская с прямым вводом частоты от компании Retevis. Называется модель RA685. Чем она привлекла нас из множества подобных станций, да, то есть 2 диапазона, прямой ввод частоты, дисплей монохромный, тем, что у нее есть USB Type-C для зарядки аккумулятора, и у нее есть функции захвата частоты. То есть у нас в лаборатории эта функция будет полезна, потому что люди приходят иногда с канальными станциями, да, неизвестно с какими запрограммированными частотами. Так вот, чтобы не подключать шнурок и программу не устанавливать, да, ну то есть приходит же с разными станциями, нам функция захвата частоты будет полезна. Для чего она еще может быть использована, ну, людям, да, которые станции покупают? Тем, что, например, ну, в таких же целях есть какая-то группа, да, на которой уже работают на каких-то частотах, и вы не знаете, если станция без дисплея, то функция захвата частоты позволяет определить не только несущую саму, но и код сети CSS, DCS, если используется. То есть это бывает очень полезно, особенно в полевых каких-то условиях, где нет компьютера под рукой, нет шнурка, нет программного обеспечения. Поэтому вот эту функцию мы подробно сегодня посмотрим. Но, как обычно, начинаем тогда мы с комплектации, конструкции. Разбирать мы станцию не будем, потому что станция не новая. Ну, в смысле, не то чтобы не новая, есть уже на ютубе ее разборка. Построена она, сразу скажу, как обычно, на чипе прямого преобразования приемник, на бэкене построен, ну то есть более современный чип, да, но ничего там необычного в ней нет. По избирательности она, конечно, не очень для города подходит, но такие станции зачастую используют где-то все-таки на природе, поэтому здесь влияние приемника прямого преобразования не так будет сильно выражена, поэтому вполне ее можно будет использовать, если она во всех остальных параметрах не подведет. Я даже не буду читать в инструкции, какая у нее заявленная мощность, какая емкость батареи. Все это мы проверим сами и получим данные реальные. Но все, начинаем тогда с комплектации. Смотрим комплектацию. Прием-передатчик, аккумуляторная батарея. Емкость указана 1800. На самом деле 1651 мАч. По нашим измерениям отключение было на 6,2 вольта. Но сейчас по потреблению посмотрим при этом напряжении, работает ли еще станция. Идет антенна портативная средней длины. Рассчитана она сразу на 2 диапазона, SMA розетка у нее. Идет шнурок USB Type-A, USB Type-C. Идет стакан зарядного устройства с разъемом USB Type-C. На выходе на клеммы подается 8,4 вольта. Вход, естественно, 5-вольтовый. 1 ампер потребления. Но мы проверяли, да, станция при зарядке через стаканы потребляет примерно около 1 ампера. И если подключать напрямую к Type-C, также около 1 ампера потребления. Но смотрите, здесь какая есть проблема. Вот первый недостаток у станции, что мы уже обнаружили, нет никакого индикатора зарядки. То есть, когда станция выключена и подключена напрямую шнурком в зарядку, мы не можем узнать, как осуществляется процесс заряда. При включенном дисплее, при включенной станции, процесс заряда также нормально не отображается. То есть, индикатор батареи
изменяется примерно 1 раз в минуту, и он просто циклом меняется, то есть он не показывает степень заряда батареи, просто меняет свой цикл, ну то есть от пустой батареи до полной с интервалом примерно раз в минуту. То есть понять, насколько сейчас заряжена батарея, даже при включенной станции нельзя. Соответственно, здесь на зарядке есть индикатор, он функционирует нормально. То есть, когда заряжается батарея, горит красным, когда батарея полностью заряжена, он становится зеленым. Но, опять же, вся универсальность теряется. То есть, вам, чтобы видеть процесс заряда, нужно таскать с собой вот этот башмак или стакан зарядный. То есть вот это, конечно, недостаток. Могли бы сюда этот светодиодик тоже поставить, как у других производителей. В том числе, кстати, сейчас пришел телек 322 двухдиапазонный. У него на батарее появился разъем Type-C, и там вот круглый такой светодиод стоит, который позволяет заряжать, соответственно, батарею отдельно, даже без станции с Type-C разъемом. Но вот это не предусмотрел почему-то производитель, поэтому запишем это в недостатки. Далее идет вот такая большая клипса пластиковая с основанием металлическим. Поставим потом ее. И идет шнурок на руку. Темляк на запястье. Вот такая комплектация. Ну и как обычно, кстати, да, достаточно подробная инструкция. Как Retevis любит это печатать. Все здесь можно, всю информацию о станции узнать. Единственное, она на английском языке, потому что заказывали мы станцию из Китая. Переходим к конструкции. Конструктив радиостанции, то есть есть полноразмерная клавиатура. Единственное, она достаточно мелкая, поэтому могут быть ложные нажатия, потому что кнопки расположены рядом друг с другом. Управление примерно такое же, как у многих китайских станций, в том числе Baofeng. И меню я потом вам покажу, тоже оно похоже. Есть две функциональные кнопки, я позже к ним вернусь. Кнопка передачи из пластика. Далее аккумулятор снимается, нажимая вот на эту кнопку, стягивается вниз. Здесь проблем нет. По конструкции тоже люфтов никаких нет, все хорошо. Сверху у нас есть, опять же, светодиодный фонарь, достаточно ярко светящий. Разъем SMA, вилка антенный, регулятор громкости, он же включение станции. Есть подсветка дисплея. Дисплей достаточно большой, что тоже интересно. То есть по дизайну станция неплохо выглядит. Далее теперь с левой стороны, да, у нас аксессуарный разъем держится просто на резинке. Соответственно, пыли влагозащиты у нее высокой нет, и она не заявлена. Разъем совместим с радиостанциями Kenwood. Далее ниже, также под резиновой заглушкой, стандартный разъем Type-C, что, естественно, плюс. Так, по управлению, смотрите, вот два индикатора, да, один, кстати, я, когда фотографии увидел первый раз, думал, здесь независимо на два канала работают, как на прием и на передачу работают индикаторы, но нет, здесь один диод используется всегда на передачу, этот ближе к середине, который используется на приеме, то есть они отдельно просто разнесли прием и передачу, но не на два канала отображают. Далее подсветка дисплея я вам уже сказал. Каналы переключаются вот этой кнопкой, ну или активная частота, да. Есть три уровня мощности. Давайте я сюда зайду. Здесь, кстати, вот на кнопке 1 непонятный значок, похож он на запись, да, но никак он не работает. Если кто-то знает его назначение, напишите в комментариях, будет интересно. Я так и не понял, для чего. Есть три функциональные кнопки, которые длительным нажатием срабатывают. То есть это сканирование можно включить. Я, кстати, давайте вам сразу покажу, насколько быстро. Сейчас шаг сетки 25 кГц, но, как видите, не особо быстро он
Работает, но пусть будет так, да, я вот сейчас оставлю тогда 434 ровно. То есть эта кнопка отвечает за сканирование, ниже кнопка с ноликом, которая по длительному нажатию показывает вольтаж батареи, что тоже удобно. То есть вот сейчас батарея полностью заряжена. Она у нас простояла пару дней просто после заряда включенная, ну не включенная, а установленная на станции. Возможно, чуть напряжение подупало уже на аккумуляторе. Ну и нижняя кнопка у нас отвечает за блокировку клавиатуры. Так, теперь по меню. По меню. Давайте я вам тогда пролистаю быстро все разделы меню, посмотрите. Ну, они, в общем-то, похожи на, опять тот же самый Baofeng, например. Это шаг сетки частот, мощность, как я уже сказал. Давайте сразу, кстати, я выберу высокую тогда мощность. То есть вот 3 уровня мощности ставится. Высокую я выставлю тогда. Так, далее идем. Это режим сохранения энергии аккумулятора, тоже он по умолчанию включен, поэтому мы его и оставим. Это уровень вокса, чувствительность вокса регулируется. Это ширина канала, широкий либо узкий, по умолчанию широкий, естественно. Это длительность подсветки. Это выход, кстати, вот тоже важная функция, по умолчанию почему-то всего 5 секунд. То есть не успели мы в меню войти, он сразу вылетает опять в рабочий режим. Мы поставили 60 секунд, это максимальное время, так удобней. Это слежение за 2 каналами, мы эту функцию пока не включаем, и она по умолчанию, кстати, тоже выключена. Это подтверждение нажатия кнопок звуковое. Это подтверждение голосовое, выбирается либо китайский, либо английский язык, сразу вам скажу. Это ограничение времени работы на передачу, 120 секунд по умолчанию. Это DCS-код на прием, то есть цифровая поднесущая на прием. Это поднесущая аналоговая CTCSS на прием. Далее на передачу DCS. И на передачу CTCSS. Кстати, удобно, что можно, то есть без проблем их менять. Отдельно сразу меняется и прием, и передача. Это DTMF. Это приемные тона. Здесь несколько можно выбирать. Некоторые, например, станции открываются от такого приемного кода, поэтому здесь китайцы любят ставить эти кода. Так, это режимы сканирования, PTT-ID передача при каждом нажатии клавиши. Это каналы, какие будут отображаться по умолчанию, то есть частоты, либо сохраненные каналы на А и Б. Эти, каналы их назовем, да, тоже. Так, это ограничение времени работы на передачу, если канал занят, я насколько помню. Это автоматическая блокировка клавиатуры. Это для работы с ретранслятором, смещение, куда будет передаваться, то есть вперед либо назад. Это сама величина смещения. Вот, кстати, интересная тоже функция. Вы можете переназначить каждую кнопку по длительному нажатию и по короткому. Вот эти 2 функциональные. Что тоже удобно. Не нужно использовать компьютер. Можете сами обозначить. Вот видите, у нас по умолчанию включен фонарь. Но я вам потом покажу, как мы настроили. Удобно, в принципе, стало. Это вот по длительному нажатию. Здесь вот мы, кстати, повесили функцию захвата частоты сразу на кнопку. Search она называется у данной станции, или данный производитель так эту функцию обозвал. И это у нас включение FM-приемника. Далее это работа с каналами памяти, удаление и сохранение. Дальше это режим тревоги. Это уменьшение хлопка шумодава в конце передачи.
Это, кстати, вот здесь плохо, да, видно. Это вообще Roger Bip функция, так называемая. Здесь почему-то она называется вот таким образом. Ну, это, соответственно, язык китайский либо английский только выбирается. Это сброс настроек. Здесь можно, кстати, выбрать либо каналы убрать, либо полностью, по-моему, сброс можно сделать. Это специальные DCS-коды можно задавать. Ну и все меню мы прошли с вами. Ну, в общем, ничего сложного, но удобно то, что клавиши можно переназначать. Это удобно. Давайте я вам покажу тогда, как работает короткое нажатие. Включает фонарь. Вот он достаточно яркий. Длительное нажатие верхней кнопки отключает шумодав. Далее нижняя кнопка включает режим захвата частоты. Короткое нажатие, а длительное нажатие включает FM приемник. Но я считаю, что вот, наверное, такое назначение кнопок одно из самых удобных в данной станции. Все, пожалуй, по управлению закончим. Вроде бы я все вам озвучил. Давайте остановимся подробно на функции захвата частоты. То есть, либо она включается следующим образом. Нажимаем меню, так, и нажимаем звездочку. Либо я вот назначил кнопку, да. Смотрите, выбирается либо диапазон UHF, поиск, либо VHF. Ну, то есть, это, в принципе, нормально, потому что, например, у Yasu VX6R вообще только 100 МГц она может сканировать по функции захвата. Сейчас вот смотрите, я ZenHaix 8600 включу. У нее на 435 МГц на вот этой частоте запрограммирована поднесущая. Сразу сейчас и проверим, насколько она правильно определяет не только несущую, но еще и поднесущую. Смотрим. 435 ровно, 67 Гц. То есть даже антенны параллельно находятся, то есть срабатывает она неплохо. Вот я увел на полметра, уже поднесущую она перестала определять. Вот, определила где-то с 50 сантиметров. Сейчас еще подальше отойду. Извиняюсь, отвлекли. Так, давайте я... Так, да, это я на 434 ровно, вот без поднесущей. Все определяется нормально. Так, с поднесущей давайте я отойду подальше. Попробуем еще захватить. Но даже, вот смотрите, где-то сейчас метр, больше метра. Сейчас еще подальше отойду. Извините, я поставлю тогда, чтобы... видно мне было экран. Ну, в общем, даже с 2 метров определяет нормально. Ну, то есть она лучше работает, чем на ZenHaix 8800. Там вообще фактически надо антенны совместить, чтобы принять эту частоту. Все отлично. Давайте я сейчас еще тогда даже... дальше отойду и посмотрите. Определяю. Сейчас я метров на 5 отойду, тогда посмотрите, будет ли определяться. Плохо, что вот она не останавливает поиск, когда определяет частоту. То есть вот я сейчас не знаю, определилась ли она с 5 метров или нет. Придется видео останавливать и смотреть. Так, смотрите теперь, да, если диапазон поменять на VHF, то вот опять 435 я передаю. Все, никакой реакции нет. То есть она именно нужно выбирать правильный диапазон.
Вот она пытается что-то определить, но не определяет. Ну, то есть, мне функция эта нравится, работает она хорошо. Давайте еще раз продемонстрирую. То есть, без проблем, да, несущую. Ну, тут вот она ошиблась на 2,5 кГц, но это ерунда, хотя сейчас вот вообще точно определила. Под несущую также определяет без проблем. Одна остановочка с функцией захвата частоты. Давайте я поставил DCS, то есть цифровой код на передачу у Zenhikes, смотрим. То есть частота та же самая. Или давайте даже я сейчас еще и частоту поменяю. Да, давайте вот такую неровную поставим. 434,98. Смотрим. Да, 434,98, то есть она ошиблась на сколько? На килогерц, да, но под несущую определила правильно. Ну, то есть, понятное дело, что такой номинал, да, 434,980. Под несущую определяется цифровая, тоже верно. Ну, то есть, по этой функции вообще претензий нет, все отлично. Так, давайте смотреть выходную мощность. Сначала на частоте 145, как видите, значок или буквы High горят, значит мощность выходная высокая. Так, 10 Вт у нас вся шкала, соответственно цифры внизу, сами риски сверху у данного прибора находятся. Давайте я поближе сделаю. Так, нажимаю передачу. Но где-то 4,8 ватта у нас на 145. Так, теперь переключаемся на 434. Тоже мощность высокая, как видите. Смотрим. Также 10 ватт, соответственно. Здесь, ну, 4,5 ватта. В принципе, нормально. Давайте я тогда еще в меню сейчас измерим тогда на низком уровне, сколько она передает. Так, это низкий уровень мощности и 434 мегагерца. Но здесь 0,8 ватта примерно. Тоже нормально. Но и на среднем, я думаю, ватта 2 будет. Давайте я все-таки тоже, то иногда спрашивают, и на этих уровнях измерить мощность. Давайте это сделаем. Средний уровень, ну, даже 3 ватта. Все, по мощности претензий тоже нет. Так, ну давайте будем смотреть потребление тогда. Станция подключена к источнику питания. Номинальное напряжение подается 7,4 вольта. Станция сейчас выключена. Потребление в выключенном состоянии 42 микроампера составляет. То есть без проблем сможете вы оставлять аккумулятор подключенный к станции. Саморазряда у него не будет. Так, теперь включаем станцию тогда. Welcome. Frequency mode. Режим сохранения энергии по умолчанию включен. Сейчас тогда дисплей потухнет, и мы посмотрим, сколько станция потребляет в режиме ожидания. Так, придется мне переключиться на 145. Я думаю, здесь никого не будет на 145 частоте. Поэтому ждем. Сейчас мы тогда сэмплы выждем 60. Вот сейчас дисплей потух, режим сохранения энергии явно включился. Сбрасываем тогда показания, ждем 60 сэмплов. Смотрим, сколько станция будет потреблять в среднем на прием в дежурном режиме. Ну, то есть она потребляет 16 миллиампер в режиме ожидания. Когда включается приемник, вот видите, бывают всплески 97 миллиампер. Это она проверяет активность на канале с определенной периодичностью. И, кстати, это не слежение за двумя каналами, то есть активный канал сейчас один. Так, ну вот 60 сэмплов прошло, 33 миллиампера у нее в режиме
ожидания. В принципе, нормальный результат, то есть бывает, естественно, и поменьше потребления, но вполне нормально. Так, теперь смотрим на прием, то есть я громкость на максимум ставлю, 145 ровно у нас частота, ну или давайте переключимся на 434, на любительский диапазон, на безлицензионный точнее. Все, сейчас будем излучать тогда, смотреть потребление в режиме приема на полной громкости. Здесь будем брать максимальное потребление. Принимаем на радиостанцию Ретеви СРА 685 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, в режиме приема на полной громкости 229 миллиампер. Так, ну и мощность смотрим. Так, мощность. Menu. Power. Confirm. Так, передаем на полной мощности, смотрим потребление, опять же максимальное. Так, потребление на полной мощности составляет 1577 миллиампер. Теперь будем рассчитывать работу радиостанции в цикле 5590. Так, рассчитываем тогда время работы в цикле 5590. Напоминаю, что это за значение. 5% времени работы на прием, 5% времени работы на передачу и 90% это дежурный режим. Потребление у нас в дежурном режиме 33 миллиампера, прием на полной громкости 229 миллиампер, 1577 миллиампер потребление на полной мощности. Реальная емкость аккумулятора 1651 миллиампер-час. В итоге получаем в цикле 5590 время работы 45,4 часа. Это один канал и функция сохранения энергии включена. Но в принципе нормальное время работы. Я сейчас еще проверю, сколько станция потребляет в режиме слежения за двумя каналами сразу. И в табличку потом второе значение тоже это занесем. Смотрите, в режиме работы на два канала фактически 29 миллиампер мы получили. То есть даже чуть меньше, чем работу на один канал. Что странно, конечно. Но в общем станция потребляет не больше, чем слежение за одним каналом, поэтому можете смело эту функцию оставлять включенной. Проверяем чувствительность. Сначала на частоте 145. Уровень шумодава у нас на минималке стоит. Смотрим. Тогда 145 ровно. Так, включаем модуляцию. Включаем высокочастотный выход. Так. Ну, я тут думаю, сейчас на современных чипах никаких проблем не будет с чувствительностью, конечно. Но давайте проверим на всякий случай, раз уж у нас так завелось, да, что мы все проверяем досконально. Так, 145 мегагерц ровно. Амплитуду увеличиваю. Ну вот, на минус 126 dBm приемник уже открывается и сигнал хорошо слышен, полезный. Так, теперь, так, опять отвлекли. Дальше 434 мегагерца смотрим. 434 ровно. Так, здесь переключаемся на второй канал 434.
Шумодав, естественно, тоже на минимуме. Так, сигнал включен, модуляция включена, амплитуду увеличиваем. Ну, тоже минус 126, 127, минус 127 даже здесь получше. Так, ну теперь давайте тогда посмотрим избирательность. Сначала отстроимся тогда от этой частоты на 15 килогерц, да, и с минус 127 будем смотреть, насколько быстро откроется приемник от помехи, отстоящей на 15 килогерц, соответственно. Давайте я увеличиваю амплитуду, смотрим. Ну, при 15 килогерцах уже неплохо, я смотрю. Ширина полосы, кстати, как я и говорил, широкая стоит по умолчанию. Ширина канала станции. Ну что, она вообще не реагирует на помеху, отлично. Смотрите, я уже дошел до максимума фактически. Да, все. Так, теперь на 10 килогерц. Давайте я вернусь тогда в минус 130 dBm и отстроимся на 10 килогерц, потому что в таблицу у нас занесены данные именно с отступлением на 10 килогерц, поэтому сейчас смотрим. На 10 отступили, увеличиваем амплитуду для того, чтобы сравнить, например, с теми же бауфенгами, например, мы будем и на 10 килогерц отступать тоже. Ну вот, она открылась на 93, да? 7 и 27, 34 единицы. 34 единицы при отступлении на 10 килогерц. Ну, на 145, я не знаю, вам, наверное, смысла нет, оно такое же значение будет явно. Но давайте на всякий случай тогда отстроимся. Так, переключаемся здесь. Отступаем на 10 килогерц. Амплитуду уменьшаем. Тут у нас было минус 126. Смотрим, насколько она откроется на этой частоте. Так. Насколько она открылась-то на 90... На 95, да? 95, 5 и 26, 31 единица на 10 килогерц. Ну, на 15 явно она будет нормально, то есть больше 130 единиц на 15. Но с избирательностью, как ни странно, все хорошо тоже, хотя и на чипе Beacon, но нормально. Я думаю, что она себя будет неплохо показывать. В городе даже. Так, давайте измерим громкость динамика тогда. Решетка динамика у нас спереди, поэтому мы на середину поставили примерно. Максимальная громкость, естественно. Смотрим на дисплее шумомера максимальную громкость динамика на прием. На радиостанцию Ритейл СРА 685 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, максимальная громкость динамика составила 119 дБ ровно. Проверяем модуляцию радиостанции Ритейл СРА 685 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Так, проверяем штатную антенну. Смотрите, прямо график хорош. Вся у нас весь дисплей от 135 до 175. Явно выраженное есть значение минимального КСВ. Ох, и оно прямо попадает на 144 МГц, то есть как раз на любительский диапазон. 1,26 и 52,2 сопротивления. Ну, прямо великолепно, великолепно. Ну, в смысле, не идеально, не единичка, конечно, но все равно значение хорошее. И на нужных частотах. Обычно такие станции используют радиолюбители с позывным. И как раз диапазон 144-146 здесь у нас и перекрывается. Вот 1,8 на 146. Хорошо, смотрим вверх. Так, ну вот в 400 МГц, к сожалению, картина не такая радужная. Уходит вверх диапазона. Давайте я, кстати, на 433, например, на LPD, да, посмотрим, сколько значения у нас. Так, значение неудобно. 2,1, 23 сопротивления. Но, то есть, еще вполне рабочая антенна на этом диапазоне, но минимальное значение КСВ у нас где-то вот здесь. То есть, на американские эти каналы ФРС тоже опять рассчитана антенка. Так, смотрим, что у нас тут. 1,31, 40 Ом сопротивления. Ну вот, то есть здесь у нас минимальное КСВ и есть. Даже вот здесь, наверное, где-то. Да, 1,31. Ну, то есть в 400 она похуже. Так, ну что, давайте подведем итоги по радиостанции Retevis RA685. Но, в общем-то, она нас приятно удивила. Все хорошо, фактически. Пару недостатков мы нашли в ней. То есть нет индикации заряда при прямом подключении, да, к радиостанции. И, ну, нет влагозащиты. Это понятно, она и не заявлена. То есть хотелось бы влагозащиту получить, конечно, но это не критично для данной станции. Из преимуществ Type-C разъем это супер удобно. Функция захвата частоты работает тоже замечательно, не на сотни метров, конечно, но метров на 5, то есть без проблем и хорошо определяет. То есть Zenhix, например, 8800 работает менее стабильно, чем эта станция. Единственное, что переключение диапазонов нужно делать, да, при функции захвата частоты, но это уж с этим разберетесь, я думаю, либо будете предполагать все-таки в каком диапазоне станция находится, искомая, либо тогда переключитесь, это делается одной кнопкой без проблем. Определяет несущую достаточно четко, под несущую тоже, поэтому да, здесь эта функция радует, то есть она, даже эта функция работает лучше, чем на некоторых специализированных приборах, да, вот у нас сурикомы, да, эти SF401, так им нужно гораздо ближе подводить прием, передатчик точнее, да, чтобы определить частоту. Здесь же она вообще свободно определяет, даже вот на таких примерно средних расстояниях, ну то есть там 1-5 метров она может определить, что супер. Далее, ну и по управлению никаких проблем нет, в принципе. Могли бы, конечно, они здесь вот на цифровую клавиатуру поставить какие-то удобные функции, а не буквы. Все равно здесь никаких же сообщений не передается. Зачем они здесь алфавит этот разместили? Могли бы написать, наоборот, быстрый доступ к функциям той же мощности, шумодав и так далее. Но через меню тоже, в общем-то, управлять нормально. По остальному мощность нормальная, емкость аккумулятора, конечно, могла бы быть и побольше, но даже с таким аккумулятором 45 часов, в принципе, среднее значение. Я сильно поругать станцию
не могу. По поводу, кстати, звука динамика, тоже достаточно он громкий, но не 119 дБ, это был хлопок все-таки шумодава на видео на 119, с нормальной речью передаваемой 115,2 дБ, ну тоже нормально. Антенна штатная, в общем-то, также неплохо работает, особенно нижний диапазон хорош, то есть она как раз в любительский диапазон попадает, и 1,26 вполне достойное значение для такой антенки. Все, нигде каких-то явных недостатков, вот единственная недоработка с зарядкой. В остальном нормально. Мы эту станцию оставим себе в лаборатории, люди приходят, будем определять тогда частоты передатчиков именно с помощью функции захвата частоты у данной станции. Потому что держать отдельный прибор смысла нет, станция и попринимать может, сразу проверить, то есть настроились, определили, настроились, попередавали, проверили, даже специализированный частотомер или вот этот анализатор, да, частот, частотомер назовем его беспроводной, он так не умеет, то есть он не передает. Здесь же станция может еще и проверить заодно правильность определения этих настроек. Все, у кого вопросы есть по этой станции, задавайте их в комментариях. Кому видео понравилось, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Мы поставили в этом году цель до конца года набрать 20 тысяч подписчиков и сделаем все для этого возможное. То есть попытаемся этой цели довольно высокой для данного момента все-таки добиться. Поэтому, кому видео понравилось, подписывайтесь на канал, нам будет это очень приятно и полезно. Все, на этом тогда закончим с этой станцией. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго, до свидания.